Куда мы приехали-то, Вов? Это новый Мишин работодатель. Привет. Денис. Рома. Ты работодатель, да? Да. Это 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 часов работы. В принципе, мы все подготовили, всю информацию мы подготовили. Как вообще дела-то? Как сказать? Ну как есть, что там? Ну что, Дим, что скажешь? Ты согласен здесь работать? Я буду здесь работать. Не знаю, как Миша, я буду. Пока Миша вышел, мы нашли еще один вариант для Миши. Вы будете сильно против? Всем привет, это канал Слово Пацана, меня зовут Рома, за камерой, как всегда, Дима в перчатках, у нас здесь холодно, и мы продолжаем историю про многодетную семью, действительно продолжаем, хотя в прошлом выпуске про них было очень много осуждающих комментариев, и многие зрители писали: да бросьте их, больше вообще не приезжайте к ним, ничего про них не снимайте, ничего им не делайте. Важно отметить, что все, что было сделано для этой семьи, было сделано для детей. Это продукты, это одежда для детей, это какие-то подарочки для детей, чтобы они могли играть в хорошие игрушки. И это ремонты в одной и в другой детской комнате. Теперь у этой семьи, у этих детей есть возможность спать в хороших условиях. Но что мы хотели сделать дальше, чтобы у этой семьи, уже потом, после всего этого, был стабильный доход, чтобы они сами могли купить продукты и одежду детям. Но у нас это не вышло в прошлом выпуске, хотя мы очень старались. Есть вариант, соответственно, вот по такой работе. Он для вас неприемлем категорически? Нет. Этого решили. Мы считаем неправильным вот так вот взять и сразу все уйти, оставить их, а давайте дальше сами занимайтесь там, а мы все, до свидания. Мы хотим предпринять еще одну попытку для того, чтобы у этой семьи все же была возможность стабильно зарабатывать, да, пусть небольшие деньги, но была бы возможность жить, чтобы у детей была такая возможность кушать хорошую еду, чтобы у этих детей была возможность на какое-то счастливое будущее. Поэтому мы еще раз отправились сюда и еще раз с конкретным вариантом для устройства Миши на работу. И да, у нас есть работа для Михаила, которую нам нашел, кстати говоря, Вова. Вот который тот самый Вова, который сейчас вот держит эту небольшую камеру и тоже снимает. И эта работа, между прочим, о которой Миша-то, по-моему, даже и мечтал, и где-то он упоминал про эту работу, что он хочет работать именно вот таким способом. А вообще, какая работа тебе бы была интересна? Хоть по электрике, хоть по телерадиомастер. Куда мы приехали-то, Вов? Да. Новый Мишин работодатель, который предложил принять его на работу. Ну, поехали. Попытка не пытка. Да. Погнали. Где тут вход? Вот это я так понимаю. Здравствуйте. Да. Привет. О, здравствуйте. Рома. Здравствуйте. Привет, Дима. Здравствуйте. Наши подписчики. Приятно, спасибо. А где вход у вас? Ты Да, вот тут здесь. заходишь или там? Нет, тут там. Такая лестница оттуда. Дверь. Ну, Ходите, лестницу пацаны. можно. Хорошо. Так. Привет. Денис. Рома. Привет, привет. Денис. Дима. Вот это тот самый человек, который хочет предоставить Михаилу работу. А, ты работодатель, да? Да. Собственно говоря, мы находимся сейчас в месте, где ремонтируется. Что здесь ремонтируется? Ремонтируем все. Телефоны, компьютеры, планшеты, абсолютно все. Ага, а поток клиентов есть? Да, потом мы открылись месяц, уже вышли на хороший уровень Ага. клиентов. И нам необходим мастер, как слышали по видео, что Михаил может паять. Ну, вроде как с его слов, да. Вот. Нам нужен именно пайщик, который займется сложными заказами и будет помогать нам в работе. Просто много заказов собирается и не успеваем мы делать. Вас сколько здесь? У нас 2 человека. Раз, Вот, да, вдвоем два. открыли. Ага. Вот все. Готовы его взять как, можно сказать, стажер или как учеником сначала на первое время. Значит, суть такая, он приезжает сюда, здесь есть вот эти вот ваши мобильные телефоны, что еще, компьютеры, Компьютер. стиральные машины, я не знаю. Нет такого? Нет. Такого большого нет. А что вы вообще чините, если так? Вот сотовые телефоны, вот Телефоны, клиентские планшеты. телефоны лежат, которые уже необходимо сделать. То есть планшет, то есть вот это все уже надо делать, да? Нет, сверху запчасти лежат, вот не клиентские, которые нужно перебрать,
вон клиентские лежат уже, которые нужно тоже перебрать. Вот 2 компьютера стоят. И сколько у вас в день обычно? Тут замена модуля. Ну, в день 3-4 вот это телефона. вот 3-4 это вот телефона. как раз, да, нужно перепаять вход. Идет плохо зарядка. Вот. Как бы А вообще, вот можно его новичку перевести. любому тяжело, вот, допустим, обычный парень пришел, вот он ему научиться тяжело или нет? Да и ничего сложного, сейчас 21 век, а YouTube, как вот мы вас узнали, в принципе, через YouTube, заходишь, смотришь модель телефона, и там все показано, ну, даже с этого телефона, с кнопочки. Подожди, а кто-то дает эти телефоны, чтобы сделали... Да, приносят, Ну, за там, контакты, бабушек, за память, да, да. все, контакты, вот. У меня дома валяется старый iPhone какой-то, 6-й, что-то такое. Или 7-й. Ну, в общем, короче, там экран можно поменять тоже. Я могу принести Вот им моя коробка тоже работу. один Вообще, лежит. да, экранов там, Вот, тьма, у меня вот экраны, такое. корпуса, все есть. То есть вы закупаете заранее, И да, там? закупаем, да, у Ну, и нас запчасти все, забираем. да. Во, вот у меня вот такой вот iPhone дома лежит. iPhone 6. У тебя уже на него, видишь, запчасти есть. И у него вот так прямо экран треснут. Все, Это лежит твой. в коробочке модуля, все как бы есть, без проблем. Что, тебе нужно тоже починить? Не дай бог. А вы не справляетесь сами? Нет. По... Очень, да, потому что поток людей идут, спрашивают, не успеваем по времени. Сколько по времени, ну, в среднем занимает работа по одному телефону? Плюс-минус. Понятно, что бывают какие-то уникальные 2 случаи. часа, 2 часа ему да. посидеть поработать. Да. А если он вообще нулевый, вот совсем, вот Миша, вообще ничего не... Мы такие же были нулевые. Ну, Все давным-давно. обучает, самое главное стремление, желание. Если он хочет зарабатывать деньги, он будет зарабатывать деньги. Но лично мне кажется, что эта работа ему вполне себе нормально. Я тоже так Если считаю. он Нет, действительно будет сюда ездить с утра рано, Нормальное, теплое рабочее место. да. Не знаю, все условия по сути. Да, вода есть, чай, кофе. Рядом шаурма покушать можно без проблем. Как раз он заработал, проел, заработал, Да проел. ну почему? Нет, Как бы сколько шаурма стоит? Все есть, 150 рублей. 150, 500 рублей зарабатывает, 150 Ну это с рублей. одного телефона, подожди. Это с одного телефона. А он 3 сделал, 1500 заработал. Он получает какую-то зарплату несгораемую или только процент? Нет, здесь будет получать процент, но я думаю, процент тут будет достоин, даже лучше, вот, чем в Воронеже. Такой был вариант. На грибах, да, мы там смотрели, они с супругой хотели ехать как бы на грибы, что-то в неделю 4000. Мы сейчас, Мгм. через какое-то время, привезем его сюда. Без проблем. Вот. Чтобы попробовать, объяснить ему, рассказать. Да, мы- Посмотрим, как он, может быть, что-то попробует там. Я надеюсь, у нас получится, потому что в прошлый раз мы тоже хотели его отвезти, но, правда, это был Воронеж, это было далеко. Это 2,5 часа ехать от деревни, здесь 40 минут, даже меньше, да? Да нет, там еще и дело в том, что не просто ехать, там еще и... Там уезжать с ночевки. Да, и Здесь ты сюда приехал. И ну, домой вечером. Приехал, уехал, да. Да. Обычный рабочий день. Да, обычный рабочий Да. день. Мне кажется, согласиться на такую работу надо. Если Надо, согласиться, это... Да, и то, что он хочет, Да. это самое, это прям вообще... муа. Да, то есть ему дают прям идеал, на, держи. По 1000 рублей в день он здесь будет зарабатывать. Да. Да. Ну, может. Иногда 500 рублей в день, всякое бывает, да? То есть в среднем 15-20 тысяч у него выходить, ну, должно при... В любом случае, при Вообще таком не раскладе. Если он будет туда 5 дней в неделю рабочих ездить, ну, как обычный рабочий график, 15-20 тысяч ты получаешь. Ну что, я думаю, что сейчас, во-первых, мы заедем, посмотрим расписание автобусов, точно поймем, ходит ли и какое время, потом приедем к Мише, возьмем Мишу и привезем сюда. И если все получится, то у нас сегодня в этом выпуске будет работа для Миши. Или же они откажутся. Ну, тогда уж мы все, да, умываем руки. Бессильно. А что делать? Небольшое включение внезапное, которое нужно обязательно сделать. Все вы смотрели предыдущий ролик, а точнее 2 ролика, про такую вопиющую довольно историю, где дедушка живет в сарае. И вот в этой истории у нас случился такой неожиданный поворот. Мы думали, что в принципе история уже, наверное, завершена, и вот дедушка будет жить там до весны, а потом переедет к брату, но так вышло, и это очень здорово, что дедушку уговорили в итоге, и ему на это время, на полгода, сняли квартиру. Кто-то из вас, из зрителей, что, безусловно, очень круто. А сейчас
дедушка уже переехал в новое жилье, и Ольга, волонтер, должна прислать там фотографии и видео его новых жилищных условий, как он там живет. Я сам это не видел, Дима еще это не видел, но я думаю, что к моменту выпуска ролика мы успеем загрузить это в Инстаграм. Поэтому вот здесь он появился, в описании он тоже есть. Переходите в Инсту, подписывайтесь. Ну, помимо всего такого, вот таких срочных новостей, в Инстаграме еще выходит много того, что не вошло в кадр. У нас там даже есть специальная вкладка неизданная, какие-то смешные, прикольные, необычные фрагменты, которые ролик не заходит по каким-то причинам. В Инсте их много и становится все больше. Поэтому на Инсту обязательно подписывайтесь. Ну, не знаю, на мой взгляд, на эту работу надо соглашаться. Да нифига себе. Я смотрел, твои глазки-то загорелись. Да, ты хотел. Конечно. Что ты часто телефон заряжаешь? Может, тебе перепаять нужен что? Не надо там ничего паять. Точно? Точно. 100%. Мне кажется, надо перепаять. Спасибо, Вова. Ты настоящий. Стал нормально ты тут. Как теперь выйти-то отсюда? Все, я не выйду отсюда, Дим. Выйдешь. О, молодец. Ну что ж, мы приехали на автостанцию, чтобы здесь уже точно понять расписание автобусов. Прям вот все хотим подготовить. Всю информацию, во сколько утром от их деревни идет автобус сюда, и во сколько отсюда он идет обратно в деревню. Фух. Нет, вот смотри. Расписание, не знаете, как посмотреть? Это в автоколонне. А это где? А отсюда у вас сколько уходит? 13:30 отсюда уходит. Это последний. Или единственный? Последний. То есть в 8 он будет тут? Он 8 уже тут будет? Да. Ну хорошо, допустим. Из их деревни автобус выезжает рано утром, в 7 утра, в 8 утра он здесь. И в 13:30 ему отсюда уже нужно уехать. То есть в час он заканчивает работу. Тогда. Это вообще... Это 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 часов работы. С раннего утра. В принципе, мы все подготовили. Всю информацию мы подготовили. Да? О, парикмахерская. Вов, тебе нужно постричься? Нет. Я только недавно стригся. А я, кстати, давно не стригся. Но я не буду рисковать, ладно. А что ты? А ты здесь стригся? Нет. У нас в стране люди очень боязливо относятся ко всему, что связано с финансовой грамотностью. А ведь грамотное инвестирование – один из инструментов увеличения заработка и пассивного дохода. Тинькофф Инвестиции – это полноценный биржевой брокер и один из самых понятных и удобных продуктов на российском рынке. У них удобное мобильное приложение, в котором все сделки совершать элементарно, понятно даже новичку. Также есть робот-советник, который может помочь вам собрать сбалансированный портфель. В отличие от других брокеров, ввод и вывод денег со счета на карту происходит мгновенно и без комиссии. Через Тинькофф Инвестиции вы можете купить акции, облигации и валюту по выгодному биржевому курсу. Пополнять счет и выводить деньги с него можно на карты любых банков. Можно даже открыть индивидуальный инвестиционный счет и ежегодно получать налоговый вычет реальными деньгами. А еще приятный бонус. До 11 февраля при открытии брокерского счета вы сможете пройти бесплатный курс по инвестициям и получить пакет акций до 10 тысяч рублей в подарок. Переходите по ссылке в описании за подробностями. Привет. Чистишь? Привет. Чищу. Молодец. Привет. Вас замело прям. Ну что, как дела? Так, потихонечку.
Долго тут уже чистишь? Не очень. Ну сколько по времени? Часа полтора. Часа полтора вот это расчистим, да? Как вообще дела-то? Как сказать? Ну как есть, что там? Искали работу. Толком ничего не нашли. Ну вот мы у вас были, когда? Недели 3 назад, получается, где-то. Вы сказали, что вы выйдете на вот эти грибы. Вы сейчас нашли какой-то еще вариант по работе. На Мы грибы. там Мы там работали. работали, ездили туда. И люди нас опять зовут. Ну, нас не взяли туда. Туда не вышло. Потому что мы в одной бригаде работали, а созвонились с другой бригадой. Угу. Получилось так, что они не берут с другой бригады, там, где мы работали. А, ну у них не принято, да, что Да. типа Уводить. другая какая-то работа была, варианта? Были варианты. Какие? Но туда не взяли. Уже с супругой вместе. Угу. Не взяли пока мись. А что сказали? Пока ничего не нужно. Это туда, куда мы вот ездили. Понятно. Ну, а вот вы все эти дни на что живете по деньгам? То, что было, Ну, еще... то и жили. Мы сегодня немножко продуктов купили. То есть у вас оставались еще деньги? Последние детские пришли. 1000 с чем-то пришло. Больше С не квартал. придет. Правильно. Девочки, сколько уже? 8. 8, все. В декабре исполнилось. В декабре младше исполнилось 8 лет, и теперь вам Детские не уже... будут. Здесь не будет. То есть у вас уже, если раньше был 9 тысяч, да, вам приходило, то сейчас сколько вам будет приходить? Раз в квартал, тогда через 2-3 месяца где-то около 2 будет приходить. Ну что, какие планы вообще? Искать работу. На мой взгляд, ты как мужчина все-таки имеешь, наверное, большую ответственность за свою семью. И, ну, ты глава семейства, так или иначе. Да. Ну, во что бы то ни стало, тебе же нужно, чтобы дети не голодали. У тебя закончатся сейчас совсем вот деньги. У тебя осталось там меньше 1000 рублей, но это же копейки. Это же хватит на сколько еще прожить-то? Мы сегодня уже потратили. Ну, пойдем? Да, пойдем пообщаемся, а дальше подумаем, как быть. О! У собаки появилась будка, кстати. Да. Это ты сделал? Да. Сначала ты сделал вот ту вот будку, да? А теперь вот эту. Да. И ты туда уже сено положил, я вижу, там уже потеплее. То есть ты его с кирпичного перевел в деревянный. Молодец. Заходите, Рома. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Рома. Здравствуйте. Заходите сюда, здесь разувайтесь. Как у вас дела, Марин? Нормально. Ну тут вот, пока Миша вышел, мы нашли еще один вариант для Миши. Вы будете сильно против? Не знаю. Смотря куда, смотря что. Марин, давайте так мы с вами поступим. Мы сейчас покажем эту работу Мише, заберем его на часочек. Это недалеко, и это не вахтовый метод. А дальше вот вы уже вместе, совместно примете решение по поводу этой работы. Мы навязывать не будем ничего. Вариант мы нашли. Его готовы взять, если ему будет это вот любопытно. Угу. Да, хорошо, я согласна. Ну, хорошо. Да я тоже хочу работать. Но понимаете, стоп, вы же живете сейчас в деревне, где с работой трудно. Найти работу одному человеку уже проблема. А тем более вы хотите работать вдвоем. Это не так-то просто, вдвоем. Вряд ли подойдет такая работа, где рано-рано утром будете приезжать, а поздно-поздно вечером будете возвращаться. Вы детей вообще видеть не будете. Детей же нельзя бросить вот так на произвол судьбы, и они будут сами себя воспитывать. Им же тоже нужно заниматься. Все, что мы, и Миш тоже, да, все, что мы делаем вот здесь, находясь в вашей семье, откровенно сказать, не для вас двоих, это для ваших детей, для вашей семьи, да, если будет более правильно сказать, но в первую очередь для детей. Вы где-то здесь подрабатывали? Да, уж на шабашке. Что делали? Короче, мы посмотрели, но приехали к нам парни уже в этот ремонт у Ксюши делать в комнате. Ну, я там могла так штукатурку, шпаклевку делать. Ну, обои, как сказать, может, где-то знала, может, где-то и не знала. Ну, люди нас позвали поклеить обои. Вы здесь, когда был ремонт, вы посмотрели, как... Да, мы зашли, посмотрели, как парни клеят обои. Вы не умели? Я не умела. Я просто посмотрела, про себя, конечно, были мысли в голове. Ага, взять, постелить эту, нанести клей и потом смотреть, как они клеят. Хорошо, тут мы пришли на работу на это, к людям. То есть вас позвали, чтобы поклеить обои? Да. Ну, самое, что было интересно, я Мише говорю: Миш, так как я не умею. Я говорю: ты сказал, что ты умеешь. А ты умеешь? Вот, я говорю: ты сказал, что ты умеешь, я буду наносить клей.
а сама в это время буду смотреть. Дело в том, что бояться, оказывается, тут не стоит. Нанесла клей, начала тоже вот так аккуратненько клеить. В итоге получилось у нас полкомнаты. Да посмотрели, я говорю, как получается? Она, почему бы и нет? Конечно, получается, нормально, говорит, пойдет. Давайте сделаем так. Сейчас мы хотим предложить тебе с нами прокатиться. Мы тебе покажем вариант с работой, а там вы сами уже вместе, вдвоем. Не ты один, а вы вдвоем. Ты вернешься, и вы посмотрите и примете некое решение. И это не вахты работа. Утром уехал, вернулся. Уехал, вернулся. Утром уехал и вечером... Давайте так, да. Обычный рабочий день. Обычный рабочий день. Мы вас насильно никуда не тягаем. Мы хотим попробовать один вариант. Мне кажется, что он вам понравится. Это ты сам, что ли, делал? Да. Это что ты сделал? Давай так. Это светомузыка. Как? Светомузыка? Да. В смысле? Моргает. Покажи. Включи. Это кассетный магнитофон, правильно? Так. И что ты сделал? Получается тут. У меня просто кнопки не было, чтобы сделать вот так вот. Ух ты. Мне просто интересно стало, как ты это все подсоединил. Музыку любишь слушать, да? Да, что я, что жена любит. Короче говоря, ты хорошо... Чем не работает? Чего у тебя звук не работает? Только здесь работает, да? Когда убавляешься, наоборот, добавляет. Ты так сделал? Нет. Он просто музыку громкую любит. Каждый пытается убавить, а делать громче. Короче говоря, ты хорошо разбираешься в технике. Да. Ты хорошо разбираешься во всей этой электронике. Ты можешь паять. А ты как-то до этого, как ты научился? Работал где-то? Я просто со школы вот это вот втянулся в это. А что, в школе был кружок? Нет. У меня был магнитофон, он сломался. А я очень любил музыку. Родители не могли купить. А мне хотелось музыку слушать. Я сделал этот магнитофон, разобрал, перебрал полностью, собрал, работал. И с того все началось. У меня только к вам единственная просьба. Вы не нужно слишком сильно сдерживать Мишу в плане работы, если это будет работа хорошая для вашей семьи. Работу найти не так просто, тем более А хорошую. мы постарались. Понятно. Вот мы сейчас едем. Вот я заметил, когда мы были про технику, прямо у Миши, глаза загорелись. То есть ему это реально интересно. Он уже вот выходит, он даже не знает, да, что его ждет. Тут мы тебе дали удочку, а ты уже думай, как ей воспользоваться. Как бы откажешься, идите вдвоем ищите. За руку вас тащить больше никто не будет. И как бы, слушай, с женой ходить по шабашкам, как бы это стыдно. Супруга должна семьей заниматься и хозяйством, а ты как мужик должен работать. А ты реально считаешь, что это нормально, что вот ты рано утром выходишь из дома вместе с женой, до вечера вы вкалываете, потом возвращаетесь в 7 вечера домой вдвоем, а дети в это время вообще неприкаянные? Не, это может быть нормально, но если есть вариант другой, чтобы ты один приносил деньги в семью, а супруга занималась бытом, хозяйством, кроликами, я не знаю, чем угодно. Не, какая у тебя мечта, Миш? Чтобы у детей был достаток. Вот. А если у тебя нет его, как у детей будет? Пойми, сейчас они смотрят на тебя и на Марину. И картинку списывают они с вас. Полностью. Копируют. Как вы себя ведете, так и они себя будут вести. Че, залыбался? Миш все понял. Вова так запарковался прям вот явно.
Ребята, наши зрители, в том числе друзья Вова, увидев всю твою ситуацию, услышав как-то в одном из роликов, что ты тем более этим умеешь заниматься, здесь нашелся такой вариант по работе. Ты можешь здесь зарабатывать процент от тех телефонов, которые ты починишь и которые ты сделаешь. За один телефон в среднем... Ну, перепайка из разъема, 500-700 рублей. Вот так. Схему читаешь? Ну, схемы подучить надо, так читаю. Ну, паяешь, все надо. Стекла меняешь? Меня. Тоже слышал на телефон. Можешь это делать. Да. Давай, покажи свой телефон сейчас, который у тебя с собой. Здесь экран и сенсор. Ну, здесь тачскрин идет. То есть экран вместе со стеклом полностью. Есть такие запчасти? Да, можно заказать, почему нет? Все можно сделать. Потом сам себе сделаешь. Только хотел сказать. А есть какой-то сейчас телефон, который можно посмотреть, сделать? Да, конечно. То есть ты сюда приезжаешь утром на автобусе, работаешь до часу, в 1:30 уезжаешь отсюда. Сколько сделал, столько сделал. Вот, столько заработал. Смотри, есть вот такой вот разбитый. Давай хотя бы на том сейчас разберешь, выклеишь его. Инструменты вот, все. Ты знаешь, что нужно делать прям? Так. Так, все, пошли, мастер не будет мешать. Не, слушай, ну хорошо, что знает, что взять, откуда. Я, допустим, ремонтом телефона никогда не занимался, видел, как это делают. Я бы не догадался взять, что вот эта отверточка, уже взять, открутить здесь. Ты, если где-то в чем-то сомневаешься, ты там... Спроси, да, спроси. Это не экзамен ты сдаешь. Понятно делаешь. Нет, не на время, ничего. Да, на время. Вот все, можешь ложить на сепаратор. Включай. А есть еще что-то? Могу дать плату, с которой нужно выпаять разъем. Давай. Ты сможешь сделать? Разъем я не упаивал. Попробовать стоит, да? Да. Можешь вот держать и для платы воспользоваться. Будет даже удобно. Не, ну вообще так неплохо. Миша тут чувствует себя так довольно... Держи как дома. Ну, понимает, о чем речь, да? То есть... Берем фен. Получается, все сделал, да? Прекрасно. Что это такое? Это iPhone. О! Это телефон уже клиентский. Мы подошли уже к клиентскому телефону. Тут нету нижнего шлейфа, нету динамика, нету Wi-Fi. Это все нужно поставить аккуратно на место, со всеми антеннами, со всеми пускающими. Вот все разъемы, все динамики, все шлейфы, все что. Ну ты подсказывай Я здесь, подсказываю. да. А ты вообще можешь рассказать, где здесь что в телефоне? Это шлейф идет. Так, Это плата на зарядку идет. так, На наушники. так. Разъем для симки. Фотоаппарат. Камера. Да. Хотел спросить, как вот Слушай, ну, есть. его первоначальные знания, вот, На самом деле молодец. Да? Что я могу сказать, вот так вот взять сразу сходу фен, которым не пользовался никогда, просто выпаять разъем без проблем. Разобрать телефон, выкрутить болты, которым, если человек, который в этом абсолютно не понимает, ничего ему дать, он на него глянет и скажет: И что делать? сюда. А Миша такой взял, сел, без слов вообще, взял сам отверточку. Мы тебя не хотим перехвалить, но, видишь, неплохо. Сейчас ты что делаешь? Шлейф на разъем. Зарядки. И на наушники. Вов, ты бы смог так? Ну, во-первых, что я первый сделал, я бы рассыпал антибоптики. То есть ты привык к более таким, да? Грубо Массивным гайком. Может, ты там телефон ремонтировал, а мы об этом не знаем? Нет. У тебя точка своя была? А скажи, а тебе, Миш, нравится такого рода работа? Да. И, наверное, здесь еще важно то, что это работа в тепле. Это работа то, что Миша умеет еще где-то подучиться. И это работа то, что он действительно... Ну, и ему нравится работать с техникой, с разными, какие-то даже свои ноу-хау сам делать. Мы убедились, когда это был этот приемник, куда светомузыку. Я вообще не знал, что это можно сделать. Вот, а сейчас Миша здесь разбирает 6-й iPhone, точнее, собирает. Ну и, в общем, как бы понимает, что нужно делать. И это работа постоянная. То есть ему не надо ходить по шабашкам. Пришел, в тепле отработал,
Заработал. Заработал денег, поехал спокойно душой домой. А скажи, пожалуйста, давай сразу, как бы откровенно. Если вдруг Миша не выйдет на работу в один день, не предупредив, вот так возьмет и не выйдет? Ну, я сторонник того, что должно быть все аккуратно, все должно быть вовремя. И все. Если не смог выйти, предупреждение. Второе предупреждение, я думаю, третье, извините, придется попрощаться. Да, Миш, и я все-таки скажу тебе, это все не декорации, мы не специально для тебя это сделали. Это реальные ребята, которые здесь реально держат точку, и вот так совпало, что они с удовольствием возьмут сюда сотрудника. Места долго здесь пустое не будет. То есть вот так вышло, что есть такая вот здесь работа special for you. Не, сейчас Миша все это подумает, мы не давим. Вот, сейчас Миша приедет домой, расскажет все супруге, и я думаю, что дальше будет принимать... Я думаю, это тот момент, когда надо сказать супруге, что я нашел себе работу и хочу работать. Ну, если так оно и есть, то да. И которые по душе. А за сегодня что-нибудь принесли? Было человек 8, в основном сегодня принесли один телефон и на скупку. Мы же также скупаем себе на запчасти телефоны, которые рентабельно либо сделать, либо себе оставить на запчасти. Пока больше никого сегодня нет. То есть один пока заказ, да, это да, телефон починить. А вот вчера? Вот iPhone принесли 6, потом принесли вот этот Honor, на него запчасти заказаны, тоже замена тачскрина. Сейчас в основном 80% от всех случаев разбитые экраны. То есть в основном работа будет по замену экранов, да, чаще всего? Чаще всего. Ну и также оставшиеся проценты, либо перепайка, таких сложных ремонтов, вот что-то в последнее время ни у кого так не ломается. Кроме телефонов, что прям часто приносят? Компьютеры, вот, пожалуйста, компьютер стоит. Ну, там обычная проблема, Windows нужно переустановить. Я думаю, в дальнейшем, если интересно, покажу, расскажу, как это все делается. Сложного тут абсолютно ничего нет. Yes. Можно так сказать. Тебе бы интересно было, Миша, в этом разобраться? В чем? Ну, систему устанавливать, все вот это. Конечно. Мне кажется, ты врешь, что ты никогда айфона не собирал. Почему? Ну, просто так как коаксиальный провод поставить на место, именно вставить туда, куда нужно. А Миш, скажи честно, собирал или нет? Нет. Радио надо сюда. А Миша сделает здесь радио. А, да. Такой же с USB, с выходами. А как ты, расскажи, Миш, как ты сделал? Вот человек, а то мы не можем до конца правильно рассказать. Через прозвонку нажал на плате 5 вольт, чтобы пустить питание на этот Bluetooth модуль. И получается, этот модуль вывел к плате, и потом вывел от него колонки. На AUX сначала вывел. Ну, а ты это по схеме где-то смотрел или? В интернете смотрел. Видеоролик, да? Да. А там уже сам искал, где что. А вот по оплате, как это все происходит? Можем также договориться, процент он будет забирать свой каждый день, либо 2 раза в месяц. И просто как ему удобнее будет. Ну, я думаю, что 2 раза в месяц будет лучше. Я тоже так считаю. Это Потому будет что каждый день у него не будет денег. 500 рублей сразу, они уйдут. Он зашел в магазин, автобус нет. Да. И домой ничего не доехало. Я поработал. Папка дома. Папка дома. Не, Миша, ни разу не было замечено, чтобы Миша там выпивал или какие-то вот бутылки, мы это не видели. Ну, все-таки узнаю уже Мишу, сколько мы знакомы? Уже месяца 3-4? А какие требования вообще, как к работнику? Вот, Да, чтобы не опаздывал, не прогуливал. Остальное все, что с нашей стороны, поможем, подскажем. Просто главное, человек, если есть стремление, почему бы. Ну да, вот это мы и узнаем. А мне тем временем звонит Марина. Вроде как. Алло. Алло. Да, Марина. Дома уже едете? Нет еще? В общем, мы скоро выезжаем и скоро будем. Хорошо. Да. Миша, тебя это потеряли там дома, оказывается. Она, может быть, думает, что Мишу вообще мы в Воронеж увезли, короче, без спроса. Да? А ты когда домой приедешь, что скажешь? Что работа по душе. Значит, у нас получилось выпаять вот отсюда вот разъем зарядки, да, это называется? Также мы собрали iPhone полностью по примеру. Вот у нас был пример, мы собрали iPhone, ну не мы, а Миша. И мы поставили греться телефон, но до него у нас руки не дошли, потому что нам уже нужно ехать. Вот, но мы его нагрели. Дело хорошее тоже. Вот, ну, шутки шутками, а на самом деле потенциал есть, по-моему, у Миши хороший. И, ну, вот как бы такая вот работа, причем она требует не так много часов в день пока что. Из-за того, что автобус не ходит, вот
Ну и здесь такой не огромнейший поток, знаешь, да? То есть здесь буквально там 2-3 телефона, которые, в принципе, можно починить за вот эти вот там 4 часа вот первой половины дня. Дальше все, ты свободен. Но это тем более пока. Точка Да. только открылась. Да. Есть рост развиваться. развитие. Есть интерес в работе. Да. Ну, Вова скажет, что Миша решил, Все, хорошо. и все. Все, на телефоне. На связи. Увидим. Все, пока. Все, давайте, ребят, удачной дороги. Спасибо. Ну что, Дим, что скажешь? А я что скажу? Я уже все сказал. Ты согласен здесь работать? Я буду здесь работать. Не знаю, как Миша, я буду. Сейчас мы едем обратно к тебе домой. Ты был на работе, был на твоем будущем, возможно, рабочем месте. Что скажешь? Мне нравится работа. Это по душе. То есть ты бы хотел бы здесь работать? Да. С удовольствием. Да. Сейчас с женой поговорю, узнаем, как все, почем. Отпустит или нет, да? А не в этом дело. А в чем? А в чем? Ну ты говори как есть, Миш. Она вот так меня отпустит. Просто согласна будет меня отпускать до обеда для начала. Угу. А если не согласна будет? А у вас вот, ну, так может быть такое, что она будет против чего-то и тебе прям, ну, запретить. А ты как бы, ну, послушаешься, как она решит. Не всегда. Но в плане вот такого решения, как работа. Сейчас поговорим, и она скажет. Потому что она сама видит, что я к этому тянусь. Угу. Это мое. Угу. Ну давай, просто расскажи, куда мы ездили, что и как и что. А дальше Смотри, вы там как, сами. смотри на Мишу. Видишь, улыбается. Да, Миша всегда улыбается. Прямо сука. Понятно. Один раз идем 500 рублей поменять. Я работаю полдня, если я буду работать там. Угу. К 8 приезжаю, в обед, что идет сюда автобус, на нем приезжаю. Понятно. То есть в 1:30 он уже оттуда уезжает. Сделал несколько телефонов, заработал деньги и приезжает в этот же день в обед сюда. В 2 часа Неплохая, работа хорошая. с небольшим он дома. Ему по душе, Работа понимаешь, ему это очень нравится. нормально. Тем более Зарплату нравится. получает он 2 раза Тем в более. месяц. Сдельную. Не каждый день. Понятно. 2 раза в месяц. Условия специально создали для него. Понятно, я уже это поняла. Привет. Из школы пришел? Да. Молодец. С двойками или пятерками? С двойками? Как бы не 7, не 7. Не поставили. Не поставили? Надеюсь, поставить завтра. Молодец. Миша пришел, сразу взял телефон, сразу смог его разобрать, что-то сделать, собрать. Даже iPhone там уже разобрал. Не, молодец, на самом деле. Знает прям инструменты, какой взять, как, чего, что. Мне все нравится, только я вам скажу честно, я бы не хотела лично, зная то, что мой муж работает, а я иду к соседям сахара просить. Я бы так не хотела, поверьте. А в чем проблема-то, я не понимаю? Вы что скажите, вы так как-то, ну, мы Потому что стараемся... я знаю, что деньги до дома не будут доходить. Вот в чем проблема. Ну, раньше было так, как я сказала. Сейчас не знаю. Ну, то есть не все деньги доносил до дома, до семьи, тратил на какие-то свои там нужды, а на семью не хватало. Не хватало ничего. А почему ты не доносил? Ну зашел, то взял, и все. То, что оставалось, я домой приносил. То есть основная причина, по которой вы переживали, что, ну, не отпускали мужа, так скажем, одного работать, то, что он зарплату может не донести до дома. Если у нас получится договориться это как-то вот сделать грамотно, вы без проблем Мишу отпускаете на Почему эту бы и работу. нет, конечно, Дим. А как мы договоримся? Чтобы деньги, которые заработает Миша, приходили, я не знаю куда, на карточку, на Да, семейную. на карточку просто. Ну, перекинул и всё. Перекинули на карточку и все. Ты сам не против этого? Нет. В любом случае, решение, которое вы принимаете, это ваше семейное. Мы съездили, показали работу, которая, на наш взгляд, ну, тебе по душе? А мне по душе. Ты будешь в семью деньги приносить? По-любому.
Мы даем сейчас ответ по поводу работы Мишиной, или вам нужно еще посоветоваться, подумать? Без проблем, если вам нужно посоветоваться, подумать. Закончим мы на том, что Миша сейчас и Марина вместе, просят еще какое-то время, чтобы не вот так спонтанно в моменте принять решение. Если да, то здорово. Если нет, значит, это их выбор, и мы ничего сделать тут не можем. И, насильно мил не будешь, как говорится. Поэтому я думаю, что в следующих выпусках вы узнаете, чем это все разрешилось, история сработает уж окончательно. Будет ли что-то, не будет, мы пока сами не знаем. Даже самим любопытно, наверное, в ближайших выпусках будет ответ на этот вопрос. Здрасте. Здрасте. Мастер Михаил работает? Да, но он очень занят, к нему очередь большая. Как бы мой iPhone посмотреть? Через неделю приходите, он на расхват. Это долго, мне быстренько диагностику. Извините, вот так вот. Много работы. Мы уже закрыты. До свидания. Ой.